Июль 2025 года. В акватории Карибского моря береговая охрана замечает странное судно, синюю лодку, едва заметную на поверхности воды. У нее нет флага, нет опознавательных знаков, и она продвигается вперед с подозрительно медленной скоростью. Патруль приближается, поднимается на борт, стучит по люку. Но внутри ни души. Только камеры наблюдения, сложная электроника и антенна спутниковой связи «Пандора». Когда специалисты поняли, что именно они нашли, их поразило открытие. Перед ними первая в истории полностью автономная наркосубмарина, управляемая дистанционно, вероятно, из другого конца света. Это устройство стало венцом технологической эволюции подпольного мира, развивавшейся последние 25 лет. Все началось в конце XIX века, когда к побережью Пуэрто-Рико прибило странное сооружение — 20-метровый самодельный металлический ящик с мотором. Это была первая зафиксированная наркосубмарина. Тогда все только посмеялись. Кто мог воспринять всерьез эту корявую конструкцию? Но смеялись недолго. К началу 2000-х годов в венесуэльских тропических лесах начали появляться первые полноценные подводные суда, сконструированные исключительно для транспортировки наркотиков. Их называли низкопрофильными судами — low-profile vessels. Они строились из стеклопластика на тайных верфях, замаскированных под джунглевой листвой в дельте Ориноко. Внутри 5 мужчин, дизельный двигатель и до 7 тонн наркотиков. Спать приходилось на мешках с кокаином, дышать через крошечное отверстие и только надеяться, что двигатель не заглохнет в океане. Однако даже эти кустарные суда уже демонстрировали инженерную изобретательность. Корпуса окрашивались в цвета океанской воды. Над поверхностью торчали лишь десятки сантиметров, из-за чего их не обнаруживали ни радары, ни спутники. Для охраны они выглядели как кусок мусора в море. Стоимость производства — примерно $500 тысяч. Груз внутри — до $400 миллионов. Математика говорила сама за себя. Первые рейсы длились по неделе, от берегов Венесуэлы до Гондураса или Мексики. Но картели быстро поняли суть успешного бизнеса — масштабируй. Почему останавливаться на 1000 километров, если можно пересекать океаны? К 2008 году береговая охрана США зарегистрировала 42 подобных субмарины у берегов Центральной Америки всего за полгода. По оценкам аналитиков, 85 подобных рейсов могли доставить свыше 500 тонн кокаина в США. К 2010 годам начались трансатлантические рейсы. Один из маршрутов из дельты Ориноко в Британь, Франция, занимал до месяца. В 2019 году французские спецслужбы перехватили такую лодку у побережья Британии после 27 суток в море. Внутри находились 3 истощенных мужчин и груз стоимостью $139 миллионов. Инспекторы спустились внутрь и увидели настоящий кошмар. Никакой гигиены, оборванные кабели, мотор в тесном отсеке и полное отсутствие туалета. Мужчины спали между топливными баками и трубами, но лодка прошла полпланеты, невидимая для всего наблюдения. Затем началась технологическая гонка. Субмарины росли, обретали балластные системы для полного погружения, камеры на телескопических шнорхелях, GPS и инерциальную навигацию. Некоторые модели исчезали под водой полностью, оставляя на поверхности лишь крошечный воздухозаборник. Такие сноркел-сабы, сnorkel-sub, стоили $2 миллиона, вмещали 8 тонн груза и были почти неуловимы. Ни одну такую лодку никогда не перехватывали в открытом море. Только уже после разгрузки, если повезет. Один такой призрачный корабль, Посейдон II, Посейдон Тауэ,
нашли затопленным у французского побережья в 2023 году. Длина — 22 метра. Корпус — из углеродного волокна, внутри — пусто. Экипаж скрылся, а корпус исчез в глубинах. А затем последовал поворот, ошеломивший разведку. В 2020 году в венесуэльских джунглях обнаружили электрическую субмарину за $1 500 000. 2 бесшумных мотора, 10 тонн аккумуляторов, запас хода 55 километров, полностью под водой. Но гениальность заключалась в буксировочном кольце. Большое судно доставляло ее через океан, а у побережья отцепляло. Последние мили она преодолевала автономно, без звука и выхлопа. И вот в июле 2025 года все изменилось. Синяя лодка у берегов Суринама принадлежала сети «Лос Пиратос», крупнейшей наркоорганизации региона. Ее управляли по спутниковой связи «Пандора». Камеры внутри и снаружи, 1,5 тонны кокаина на борту, беспилотное управление. Один оператор в Венгрии мог контролировать сразу десяток таких аппаратов. Никаких свидетелей, никого не допросишь, никто не предаст. Исследователи из Венесуэльского института международной безопасности обнаружили, что уже в 2017 году картели начали набирать инженеров и программистов для создания таких беспилотных субмарин. 8 лет скрытых разработок, и теперь результат вышел в океан. Отсутствие экипажа решало главную проблему — риск ареста и утечек. Больше не нужно было уговаривать людей лезть в плавучие гробы. Технология стремительно распространилась по миру. Индийская береговая охрана перехватила субмарину с метамфетамином на $4,5 миллиарда у Мальдив. Управление через Пандору. Маршрут из джунглей Лаоса. Местные синдикаты просто скопировали венесуэльские чертежи и внедрили в Азии. В Таиланде, Вьетнаме и Камбодже. Мини-субмарины плавают по рекам, выглядят как рыболовные буйки, а ночью разгружаются у берегов Малайзии и Индонезии. Недавно испанские спецслужбы поймали 3 беспилотных подводных дрона в районе Гибралтара. Каждый перевозил по 200 килограммов гашиша из Марокко. Эта технология распространяется быстрее любого вируса. Классические маршруты — Венесуэла, Панама, США, Бразилия, Канарские острова, Франция. Новые — через Тихий океан в Мельбурн и Веллингтон. Операция спецслужб «Тритон» в ноябре 2024 года при участии 62 стран показала масштабы бедствия. Лодка с 5 тоннами кокаина была остановлена в 2000 километров от острова Пасхи. Цель — Австралия и Новая Зеландия. За время операции конфисковано 225 тонн наркотиков, мировой рекорд. Но улицы чище не стали. Цена на кокаин в Австралии — $240 000 за килограмм. Это почти в 6 раз выше, чем в США. При такой марже картели строят субмарины десятками. Капитан Алехандро Мартинес из антинаркотического отдела Венесуэлы признал, маршрут через Тихий океан уже не эксперимент, а норма. Лодки обнаруживают в 5000 километров от берега с картами портов Мельбурна на борту. Недавно появились лодки, маскирующиеся под китов. Их сбрасывают с грузовых судов у берегов Кипра, а затем дистанционно направляют в Италию или Францию. В 2024 году было зафиксировано рекордное число — 30 захваченных субмарин. Но каждая успешная доставка вдохновляет преступников на еще 10 новых аппаратов. Это уже не региональная проблема Карибского бассейна, это глобальный подводный конфликт. Стратегия проста. Запуск сотни субмарин одновременно в расчете, что хотя бы десяток достигнет цели. Проверить весь груз в портах невозможно.
охрана может проверить лишь 10% контейнеров. А океан безграничен. Согласно статистике, береговая охрана США перехватывает лишь 11% субмарин на восточном маршруте. Если лодка замечает преследование, экипаж активирует систему затопления. Улики исчезают. В феврале 2025 года на Барбадосе погиб офицер, когда контрабандисты взорвали корпус под ногами команды. В 2023 году корабль «Призрак» с 2 мертвыми телами нашли в Тихом океане. Они задохнулись выхлопами. Французские офицеры признаются, преступники всегда на шаг впереди. За 5 лет у берегов Британии перехвачены 3 лодки, но реальное число прошедших оценивается минимум в 100. С переходом на беспилотники это соотношение станет еще хуже. Сегодня наркокартели — это транснациональные корпорации с флотом, IT-отделами и исследовательскими центрами. Подлодки проектируются на компьютерах, собираются модульно, потом перевозятся в джунгли, где их заканчивают на лагерных верфях. Строительство одной лодки занимает до года, стоимость — до $3 миллионов. Но экономика безупречна. Одноразовая субмарина с грузом на $400 миллионов полностью оправдывает свои затраты. Один из арестованных боссов, Аурелио Тавар, сообщил, что у Канар, рядом с дном, лежит целое кладбище таких лодок. В 2024 году производство, изъятие и потребление кокаина достигли исторического максимума. Побед на этой войне не видно. Это уже не борьба с людьми, это противостояние с машинами. Адмирал Серхио Мендоса из флота Венесуэлы подвел итог. Переход к беспилотникам означает новую эру. Их невозможно отследить, невозможно арестовать. Они летят сквозь океан, как призраки. Через 5 лет такие лодки станут дешевле и массовее. Путь из Южной Америки в Океанию будет стандартной логистикой. Подумайте. За 25 лет наркосубмарины прошли путь от железных гробов до умных призраков. Глобальные державы со своими флотами оказались бессильны перед гениями кустарного дела. Подводная война проиграна и, возможно, без единого боя. Где-то в глубинах сейчас идет еще одна синяя лодка, без экипажа, без страха, без возможности ее остановить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.